Зачем мне нужны все эти электрические штуки? Зачем мне знать, как это все называется? Зачем мне нужен топик электричества? Друзья, вы можете задать мне такой вопрос, а я вам отвечу, что электричество — это то, с чем мы взаимодействуем каждый день. Посмотрите, у меня здесь есть огромное количество девайсов, которые я юзаю каждый день. Да? Если сказать это по-русски, то у меня есть огромное количество приборов, которые я использую каждый день. Поэтому давайте поговорим об электричестве, но начнем мы с вами с самого-самого начала. Если мы посмотрим вот туда, то там есть трубы. Я вижу там трубы. И это электростанция. Это то место, откуда мы получаем электричество. И всего есть несколько типов электростанций. Самая популярная — это теплоэлектростанция. Там сжигается уголь или газ, и получается электричество. Вторая по популярности — это атомная электростанция. Затем есть гидроэлектростанция. И есть даже геотермальная электростанция. Конечно, еще электричество можно вырабатывать с помощью солнечных батарей или с помощью ветрогенераторов или ветряков. Макс, но как электричество попадает к нам в квартиру? Хороший вопрос. Для того, чтобы электричество попало к нам в квартиру, нам нужны электрические столбы и большие длинные провода или кабели. И эти провода или кабели мы называем линия электропередач. Это гигантские длинные провода, которые проходят от электростанции до квартиры. Вот это линия электропередач. А в чем отличие кабеля от провода? Тоже хороший вопрос. Обычно мы используем эти два слова как синонимы. Провод и кабель. Но провод — это более простое техническое устройство, а кабель — это что-то такое более серьезное. И электричество приходит вот сюда. Это розетка. И мне мама всегда говорила: Макс, не суй пальцы в розетку. Напряжение в России 220 вольт. Это стандартное напряжение в большинстве российских розеток. В розетку мы можем что-то включить. Например, я могу включить ноутбук в розетку или включить в розетку чайник. Иногда мы говорим просто воткнуть. Да? Макс, воткни чайник в розетку. Или Макс, включи чайник в розетку. Давайте включим этот чайник в эту розетку. Ха-ха, итак, включаем чайник. В розетку! Чайник упал. Так, вода, нужна тряпка. Ну каждый раз какая-то хрень происходит, а? Так, где тряпка? Тряпка. Так, тряпка. О, тряпка. Отлично. Тряпка. Это тряпка. Сейчас будем вытирать пол. Но иногда бывает, что провод слишком короткий, и в таких случаях нам нужен удлинитель. Вот это удлинитель. И этот удлинитель поможет нам удлинить провод, то есть сделать наш провод длиннее. Удлинитель бывает вот такой или вот такой. И такой удлинитель мы называем переноска. Вот эту часть мы называем вилка. Это вилка. Вилка, провод. Вилка, провод. Вилка может быть такая.
Или, например, вот такая. Или вот такая. И если у тебя такая вилка, то тебе нужен переходник. Переходник — это то устройство, которое помогает нам переходить от одного типа вилки к другому типу вилки. Вот у меня есть здесь такой чудесный переходник. Его можно включить, а можно выключить. Кстати, кроме розетки, у нас еще есть выключатель. Интересно, почему мы называем его выключатель, а не включатель? Мы можем включить свет или выключить свет. Включить и выключить. И мы называем это выключатель. Еще иногда мы говорим так: «Макс, выруби свет». Окей. «Ой, что-то темно. Макс, вруби свет». Включить, выключить, врубить, вырубить. Я каждый день использую розетку, чтобы заряжать мой ноутбук. И вот это вот зарядка для моего ноутбука. Мы говорим зарядка, или зарядное устройство, или чарджер, или адаптер. Да. Самое распространенное слово — это зарядка. Вот сейчас я поставлю мой ноут на зарядку. Пока я снимал это видео, мой телефон тоже разрядился. Или мой телефон сдох. Да, батарея моего телефона разрядилась. Поэтому я сейчас хочу зарядить мой телефон. И для этого я буду использовать Powerbank, который мы так и называем. Powerbank. Итак, отлично. Я подключил мой телефон к Powerbank. Сейчас мой телефон заряжается. Ну и давайте еще раз повторим все слова. Быстро, окей? Повторяйте за мной. Выключатель. Розетка. Адаптер. Чарджер. Зарядка. Зарядное устройство. Кабель. Провод. Вилка. Переходник. Кстати, очень популярно в путешествиях. А у вас нет случайно переходника? Да? Если вы, например, из Америки, то вам нужен будет в России переходник. Вы можете спросить: скажите, у вас есть переходник? Переходник. Удлинитель. На этом у меня все на сегодня, друзья. И помните, когда вы уходите из дома, то обязательно выключайте все электроприборы. До встречи!